Со времен обзора Tracer 900 прошло почти 5 лет и 2 поколения, пора обсудить. Я так и не дождался появления в аренде поблизости трейсера именно в версии с автоматом, поэтому взял байк у русскоязычных ребят из Rent Moto 5 в Лиссабоне. Для разнообразия покатаемся по Португалии. И да, у меня теперь новый дрон, так что сегодня будет красиво. Координаты мест можно смотреть в правом нижнем углу экрана, а в описании будет ссылка на мою карту в Гугле с самыми знаковыми мотоциклетными дорогами в Португалии, которые лично я советую посетить. Tracer перевернул рынок в свое время. Он не был первым мотоциклом в классе спорт-туристов с прямой посадкой, тот же Crossrunner появился на 4 года раньше, не считая менее похожих моделей. Но именно Tracer стал массовым не в последнюю очередь из-за цены. Во-вторых, Yamaha вовремя заметила тренд на популяризацию средней кубатуры, убрала разработки больших байков, сконцентрировавшись на средней кубатурной. Если что, в мире есть тенденция: мотоциклы свыше литра постепенно теряют долю рынка, а доля средней кубатуры от 450 кубов до литра растет. Современные среднекубатурники дают более чем достаточную мощность, при этом они легкие, маневренные и относительно недорогие. Из больших производителей Yamaha в средней кубатуре первой стала предлагать опции, характерные для топовых байков. И полуактивную подвеску, и радары, и бесключевые кофры, и динамический свет, и автоматы, много чего еще. Плюс поколение за поколением в трейсере исправляли недочеты. Переделали геометрию на более туристическую, доделали тормоза, квикшифтер и прочее. У трейсеров прошлого поколения, а также MT-09 и XSR были редкие случаи с треснутой рамой при фронтальных ударах. Большинство подтвержденных случаев связано с неправильной установкой слайдеров и дуг в местах крепления двигателя к раме, то есть с неправильной затяжкой болтов, но на новом трейсере на всякий пожарный переработали и раму, и подрамник. В рамках своего класса он по технике вылизан до совершенства, без преувеличения у трейсера идеальные двигатели геометрия. Как следствие, это сейчас бешено популярный байк. По странам, где есть расширенная статистика, видно, что Tracer 9 продается минимум в 2 раза больше, чем ближайший конкурент, а обычно разница в продажах раз в 10. Выпускается какой-нибудь Tiger Sport 800, его как катком сносят продажи Tracer, хотя Tiger тоже классный мотоцикл и подешевле, и кое в чем даже лучше, но у него нет шансов соперничать с настолько удачным Tracer. Вас, наверное, заинтересовало, а почему это у трейсера идеальный двигатель? Он практически всем понравится, и любителям спортивных эмоциональных моторов, и любителям спокойной езды. Мега надежный, с харизматичным звуком, вибрации ниже среднего, ровный, без чихания и подергиваний. Вообще у двигателей разных поколений отличается настройка. В старых поколениях Yamaha использовала интересный трюк. Все 3 впускных канала имели разную длину. Когда в двигателе клапан открывается, воздух из впускного канала начинает затягивать в цилиндр. Когда клапан закрывается, во впускном канале возникает обратная волна воздуха, идущая от клапана. В конце тракта волна отражается и возвращается обратно к стенке клапана. Если клапан закрыт, волна опять отражается от клапана, и так несколько раз туда-сюда. В идеальном случае, в момент, когда волна движется обратно к клапану, он открывается и воздушная смесь под давлением выстреливает в цилиндр. Проблема в том, что идеальный момент может быть только в узком диапазоне оборотов. В остальных режимах, наоборот, страдает наполнение цилиндра, когда воздушная волна направляется от клапана. Вторая проблема: для низкооборотистых двигателей лучше длинный впускной канал, который повышает инерцию воздушного потока, что помогает лучше нагнетать смесь в цилиндр. Даже когда клапан уже начинает закрываться, инерции хватает, чтобы принудительно толкать воздух. А для высокооборотистых двигателей лучше короткий впускной канал. Меньше сопротивления и инерции, воздух мгновенно всасывается при открытии клапана, увеличивается общая пропускная способность. Это особенно важно для крутильных двигателей. На топовых спортбайках стоят системы с динамически изменяемой длиной впускных каналов, но на гражданских мотоциклах так почти не делают. Для примера, единственный кроссовер, где используется такая система, M1000XR. У подавляющего большинства мотоциклов на всех цилиндрах одинаковые впускные каналы с четкой заточенностью на конкретный диапазон оборотов. На старых трейсерах нет ни одного режима, когда все цилиндры работают с пиковой производительностью, но в любом режиме хотя бы один из цилиндров работает близко к идеалу. Максимально ровная полка момента с низов и до отсечки.
В новых поколениях инженеры решили сделать более эмоциональный двигатель, поставив одинаковые впускные каналы. При сравнении графиков заметно, что на новом моторе есть выраженный всплеск в районе 7000 оборотов, хотя на низких оборотах мотоцикл все еще ровный. Природная особенность трехцилиндровых двигателей с одинаковым интервалом вспышек – крутящий момент выдается равномерно. Вдобавок, двигатели с такой компоновкой вибрируют меньше, чем двухцилиндровые мотоциклы. Изумительный двигатель с точки зрения асфальтовой эксплуатации. Новый мотор проектировался под Евро-5, в том числе под будущее ограничение шума, и Yamaha озаботилась улучшением звука. Во-первых, они сделали своеобразную форму воздушного короба с разнодлинными патрубками. Говорят, принцип подсмотрели у органа и перепробовали больше 50 вариантов патрубков, пытаясь создать идеальное звучание. На MT-09 еще провели отдельные воздушные каналы до бака, чтобы звук выходил на водителя. На трейсере этого нет, видимо, туристу не нужно много шума. Во-вторых, старый глушитель был выше и смотрел в сторону, а на новых поколениях выход глушителя в землю в самой нижней точке, что создает басовитый звук, отраженный от асфальта к водителю. В рамки требований Евро-5 и 5+, мотоцикл укладывается, но звучит круче, чем с тюнингом. Например, многие трешки у Триумфа звучат убого. На байке автоматическая коробка и, откровенно говоря, дергает при переключениях передач, но в случае с трейсером это даже не сильно раздражает, потому что офигеннейший звук на этих переключениях. Напрямую открутить ручку полные штаны радости так и не надоело за путешествие. К сожалению, микрофон слабо передает реальный звук, вам придется поверить. Это, кстати, Штрада Атлантика, прямая как струна просматриваемая дорога севернее Назарет. Вот этот район весь состоит из прямых дорог. Рекомендую там покататься, на перпендикулярных ни души не бывает. И миллион своротков на безлюдное побережье океана. На большинстве съездов дорожки с глубоким песком, туда есть смысл соваться на резине с маломальским грязезацепом. Кстати, фишка Португалии в том, что здесь крайне лояльно относятся к внедорожной езде по существующим даже одноколейным тропам, полиция слова не скажет. Главный плюс робота на трейсере — в режиме D+, у него лучшие алгоритмы переключений, которые я видел на автоматических коробках мотоциклов в принципе. Переключения почти всегда в тот момент, когда я сам бы этого хотел, совершенно не хочется переходить в ручной режим. Существенных минусов несколько. Во-первых, есть проблема с выбором передач на обгоне. Скажем, как происходит обгон в реальной жизни на примере 10. Ты едешь за кем-то с ровной скоростью с приоткрытой ручкой газа, робот успокаивается и выбирает высокую передачу, допустим, шестую, открывается окно для обгона, начинаешь плавно откручивать ручку газа, пока пересекаешь линию разметки и выходишь напрямую, дальше откручиваешь ручку резче. При открывании ручки, скажем, на 70%, 10 включает пониженную передачу. Если не хватает, можно открутить ручку до упора, и 10 опустит еще одну передачу вниз. В последних поколениях у Honda именно такой максимально естественный алгоритм. Что будет, если пытаться обогнать по такому же естественному алгоритму на Yamaha? Ничего, обгон произойдет на шестой передаче. Выкручиваешь ручку газа до упора с любой резкостью, а коробка остается на шестой передаче. Единственное, как можно заставить сбросить передачу, полностью закрыть газ и затем резко открыть. Тогда робот перещелкнет вниз. На пустой дороге можно баловаться, и это кажется рабочей схемой, но при обгоне алгоритм другой. Он начинается с плавного объезда автомобилей и контринтуитивно полностью закрывать газ. Плюс, закрывая газ, ты загружаешь вилку, а при резком откручивании разгружаешь. Байк пытается задрать колесо. Самое отвратительное, что понимаешь где-то в середине обгона, что не хватает времени с динамикой шестой передачи и нужно прямо во время обгона заниматься какой-то ерундой. Вроде автомат, но кое-где приходится вручную щелкать передачи. Главный минус, как и у всех остальных однодисковых роботов, ощутимо дергает при переключениях. И это проблема в двух случаях. Во-первых, иногда робот все же пытается переключиться там, где сам бы не стал. Допустим, в горных поселках или на шпильках с резким подъемом за поворотом замечаешь что-то, что заставляет сбросить скорость внутри поворота. Если бы управлял вручную, я бы в серой зоне сцепления плавно поднялся на второй передаче. Yamaha решает, что вот прямо сейчас в сложном подъеме с наклоном нужно воткнуть первую передачу, и байк неприятненько сбивает траекторию. Во-вторых, для пассажира такие рывки гораздо неприятнее, чем для водителей, и как-то сгладить их при динамичной езде нельзя. Я всегда говорил, если в приоритете езда с пассажиром, надо брать Honda. Трейсер вообще всю дорогу был мотоциклом для эгоиста, там не очень много места для двоих.
Единственное значимое эргономическое отличие версии 2025 года – пассажира чуть отодвинули назад и сделали длиннее пассажирскую часть седла. Для водителя принципиально ничего не изменилось, как-то поиграли с формой сидения, но точки руль, седло, подножки те же самые. Лично для меня это главный минус трейсера, он подходит только для людей со средним ростом. Как мотоцикл для города и редких небольших поездок и для высоких пойдет, но туризм с высоким ростом сомнительный из-за острого угла в коленях. Подножки по высоте относительно седла на уровне большинства конкурентов только сдвинуты назад. Через пару-тройку часов езды по трассе без остановок колени начинают ныть и ехать никуда не хочется в любом положении седла. Да и сиденье на GT средненькое, комфортное ставят только на GT+. Плюс заводское стекло в лучшем случае под средний рост, и то не уверен. Логика у стекла в том, что человек со средним ростом может ехать в наклоне и по центру остается дырочка для обзора. Но с высоким ростом из-за этого углубления по центру воздух неравномерно вибрирует по шлему, голова дребезжит и шумно. Это решается тюнингом, но я на стоке в итоге ездил по магистралям 120, потому что быстрее ехать утомляет. Да и турбозаправку не хотелось устраивать. Расход на 120 км в час 5 литров с копейками, на 140 около 7, а на 160 расход улетает ближе к десятке. Через пару часов на трейсере с теплотой вспоминал комфорт 900-го Тигра или Мультистрады, они гораздо удобнее для высоких людей сразу без колхозинга. Стекло, кстати, с электрорегулировкой, что избыточно на таком компактном байке, где и так рукой достаешь до стекла. На старых поколениях была удобная регулировка стекла одной рукой над приборкой, а сейчас там пустота, которую хочется чем-то занять. Экран низковат, действительно хочется сверху экранчик с CarPlay приделать. Тем более на новом трейсере и справа есть лючок для телефона с зарядкой. Экран менялся на всех поколениях, прошлый раздельный экран мне не нравился. Визуально прикольно, но я так и не привык, когда путешествовал на прошлом поколении, плюс там все надписи мелкие и зачем-то монохромные, хотя экранчики были цветными. По мне стильное, но неудачное решение, и хорошо, что от него отказались. Вангую, что от идиотских новых поворотников тоже откажутся, это самое раздражающее, что есть в мотоцикле после согнутых коленей. На GT Plus в старом поколении был другой полноценный большой экран, на который можно было выводить карту с навигацией Garmin. Сейчас так можно делать и на версии GT. Формула X – крупнейший торговый центр для мотоциклистов на юге Москвы. Осень – хорошее время для покупки экипировки, потому что с одной стороны магазины делают хорошие скидки, освобождая пространство под коллекции следующего сезона, а с другой – еще достаточный выбор размеров в наличии. Помимо безумного количества экипировки, в Формуле X много магазинов с мотоциклами, запчастями и техникой для активного отдыха, а также мотосервисы и зимнее хранение байков. Увидимся в Формуле. Что здорово, на трейсере байк остается на технологическом острие, но его не превращают в какой-то турер. Геометрия осталась практически неизменной, так что у байка правильная хулиганистая управляемость. Когда я ругаю какой-то байк за ленивое поведение, я прежде всего имею в виду, что есть трейсер с эталонной настройкой для туристов. Конечно, самый весомый вклад Yamaha сделала в 2021 году, когда появились облегченные колеса, полуактивная подвеска и хорошие тормоза. Если вас не интересует автоматическая коробка, можно сэкономить и купить прошлое поколение. Каких-то принципиальных отличий между ними нет, поколение 2021 года уже было изумительным. Облегченные колеса Spinforge, появившиеся в 2021 году, это когда диски из специального алюминиевого сплава нагревают и растягивают. Получается по свойствам между коваными и литыми дисками, я подробно рассказывал про эту технологию в обзоре MT-07. Что касается полуактивной подвески, на трейсере используется система с логикой Ground Hook с приоритетом в управляемости, а не комфорте. Саму систему делает Kayaba, но она изначально проектировалась под Tracer 9 GT 2021 года. Полуактивная подвеска – это не только про выбор режимов с кнопочки. Обычно да, но на трейсере между спортивным и комфортным режимом почти нет разницы. И, кстати, настраивать преднатяг и спереди, и сзади нужно не с кнопочки, а по старинке. Для чего же тогда переплачивать за электронную подвеску? На короткоходной подвеске невозможно добиться идеального баланса только под конкретный тип покрытия. Допустим, на треке с идеальным покрытием вполне можно добиться идеального поведения. Но в реальной жизни в большинстве сценариев подвеску будет или постоянно пробивать, или она будет слишком жесткой на неровностях. Даже если забить на то, что мотоцикл жесткий, с обычной короткоходной подвеской мотоцикл скачет козликом на неровностях, ухудшается управление. Полуактивная подвеска берет данные с разных датчиков мотоцикла и заранее предугадывает поведение, пытаясь прилипнуть к покрытию.
Простой наглядный сценарий. Вот едет мотоцикл, переднее колесо наехало на неровность. Блок управления подвеской просчитывает, через какое время на эту неровность наедет заднее колесо, даже если вы вдруг начали ускоряться или замедляться. И зная, как отрабатывало переднее колесо, подвеска подстраивает настройку амортизатора еще до наезда на неровность, а затем подхватывает колесо в нужный момент. Второй наглядный пример. При торможении вилка заранее твердеет, компенсируя клевок. Полуактивная подвеска постоянно подстраивает демпфирование в реальном времени, мгновенно вдавливая колесо в выбоину или подтягивая колесо на неровности, гасит раскачку на волнах, стабилизирует байк в повороте и так далее. Если хотите почувствовать разницу, съедьте с каменистой дороги на заведенном мотоцикле с электронной подвеской, а потом на этом же мотоцикле, но на заглушенном. Заглушенный трейсер будет подскакивать на каждом камушке, теряя сцепление колеса с покрытием, а при включенной подвеске будет не столько мягче, сколько стабильнее. Большими камнями не увлекайтесь, у трейсера очень низкий дорожный просвет. Настолько, что я при планировании маршрута отказывался от некоторых тропинок, зная, что дном буду цеплять. И даже так пару раз бился дном. Сейчас, например. При том, что я правильно выставил преднатяг под груз и пытался ехать аккуратно. Возможно, у меня профдеформация, потому что давно не путешествовал на мотоциклах, на которых нужно задумываться о таком нюансе, но осторожно. Одно из преимуществ Португалии – доступное к проезду побережье океана. В странах выше Португалии по пальцам можно пересчитать места, куда вот так можно подъехать к океану, это не просто море. Особо много красивых съездов в районе Назаре. Большинство фоток и видео с гигантскими волнами снимаются как раз зимой в Назаре, куда приходят самые высокие приливные волны в мире. Самый смак на тур-эндуро, тогда можно приехать к местам, недоступным дорожным автомобилям и байкам. Трейсер Вариант Moto 5 это скорее исключение из правил, у ребят большинство байков как раз тур-эндуро. Помимо стандартных худых и жирных 1300-х гусей, есть редкие КТМ 890 Adventure Rally, есть Tenere Rally и Трансальп 25 года, новые NC XCDV 690 и несколько Hard Enduro. По набору байков понятно, что это бизнес для души. Один из владельцев – действующий мотогонщик. Португалия – отличное место, чтобы слетать зимой на выходные и покататься на байке, если живете где-то в Европе. Недорогие отели даже в столице, и можно не брать в самолет шлем и куртку. Есть все ходовые размеры. Помимо робота, самая главная фишка нового поколения – динамический дальний свет. Вот под этим стеклышком скрывается камера, отслеживающая встречные и попутные автомобили. Можно включить дальний коротким щелчком по переключателю, а можно зажать переключатель и включиться динамический дальний свет. Будет работать дальний свет, но отключать часть светодиодов, слепящих водителей. Подобная технология довольно давно используется на автомобилях, но там проще, потому что, во-первых, автомобиль не наклоняется в поворотах, а во-вторых, камера стоит за лобовым стеклом, за частотой которого владельцы более-менее следят. В настройках трейсера можно указать скорость включения и отключения светодиодов. Я ездил в основном с быстрой настройкой, так нагляднее видно работу, но при медленной настройке не будет так мельтешить при езде за попутными автомобилями. На узких извилистых дорогах или в местах со сложным освещением изредка промахивается, но на типичных трассах работает изумительно. Не нужно туда-сюда дергать переключатель, если на дороге слабенький трафик. Отличная технология, никакими дополнительными светильниками вы себе такой свет не сделаете, если не собираетесь слепить всех подряд. Еще одна фишка нового поколения – бесключевые кофры, ну и в целом байк весь бесключевой, включая личинку бензобака. У ребят в аренде были фирменные ямаховские кофры, и я хотел поехать с ними, но видимо что-то случилось. При определенной сноровке мой 14-дюймовый тонкий ноутбук можно засунуть в кофр под определенным углом, но не в сумке. Я так и не смог все вещи из рюкзака вместить в два кофра, поэтому пришлось ездить с рюкзаком. Есть еще опциональные 30-литровые пухлые кофры. Если есть возможность, берите сразу их. Это первые в мире кофры с замком, основанным на индукции. Совместная разработка Шат и Ямахи. Первые трубеспроводные кофры без подключаемых разъемов, так что отсутствует проблема с точной фиксацией разъемов, окислением и стиранием контактов. Пластинки на мотоцикле передают энергию беспроводным способом, как на телефонах, а внутри кофров приемник, питающий замок, USB-порт, подсветку и что угодно еще. Система соединена с мозгами мотоцикла, при разгоне кофры сами заблокируются. Я в старом обзоре ругал тормоза за недостаточную информативность. С 2021 года ставится другой главный цилиндр и радиальная машинка. Для меня это колоссальная разница, прогнозируемость тормозов вышла на другой уровень.
Плюс с 2021 года наклонная ABS, а на версии GT+, тормоза подключены к радару. Есть такая типичная проблема у нормальных людей, которые регулярно не тренируют экстренное торможение. Вместо правильного прогрессивного нажатия рычага в экстренной ситуации люди прихватывают тормоз на какое-то усилие и в таком состоянии докатываются. Это алгоритм торможения в обычной ситуации, когда, допустим, плавно подкатываешься к светофору. Он настолько въедается в подкорку, что в экстренной ситуации люди просто не дожимают рычаг до максимальной эффективности. Если посмотреть подборки мото-ДТП, видно, что огромное количество людей просто не использует тормоза достаточно эффективно. Если радар на трейсере видит, что тормозного усилия водителя недостаточно для предотвращения столкновения, электроника увеличивает тормозное давление на колеса. Наверняка набегут в комментариях сверхлюди, которые будут всем советовать постоянно тренировать навыки или типа того, но мы живем в неидеальном мире, и эта система буквально спасает жизни. Плюс, естественно, здесь комбинированная система тормозов. Если лет 10 назад комбинированные тормоза просто использовали фиксированное распределение усилия на перед и зад, на самом деле очень незначительно, то последнее поколение работает иначе. Это не только трейсера касается вообще всех топовых байков. Сейчас комбинированные тормоза используют данные с IMU и учитывают выбранный режим езды. Скажем, если выбран режим эндуро, при нажатии заднего тормоза система не переносит усилия на переднее колесо, а во всех остальных режимах переносит. И в разных условиях происходит разное перераспределение усилий в зависимости от конкретных данных инерционного датчика. Еще одно отличие версии GT+, о котором хотелось бы сказать, на топовую версию ставится модная цепь DID с редким обслуживанием. Ролики цепи покрыты прочным алмазоподобным покрытием, снижающим трение. Соответственно, и меньше потери мощности на трение, и меньше цепь нагревается и растягивается. Аналогичная цепь Regina HPE выпускается довольно давно, она же под названием Endurance Chain предлагается на 900 и литровой линейках BMW, поэтому уже наработана практика реальных пользователей. В первых пресс-релизах BMW продвигала эту цепь как совсем не требующую обслуживания, но со временем смысл в маркетинговых сообщениях сменился на цепь, требующую минимального обслуживания. С цепью с DLC-покрытием чистка, смазка и проверка натяжения раз в 5 реже относительно обычной цепи. Если смотреть последние рекомендации производителей, все сводится к тому, что при эксплуатации в сухую погоду достаточно чистить, смазывать такую цепь раз в год, но после мойки, езды в дождь и грязь дополнительно проводить чистку-смазку, как обычно. Есть много людей, кто так не заморачивается и чистит цепь только во время стандартного ДО и перед зимней консервацией. Когда я рассказываю про технологии на мультистраде или RT, я понимаю, что они в России доступны только мажорам. А трейсер – самый народный байк с таким техническим оснащением. За прошедший год трейсеров с японских аукционов у нас заказывали больше остальных моделей, хотя я вроде как всех склоняю к Тур-Эндуро. Мы и сами на продажу их время от времени привозим. Только в этом месяце должно 3 штуки GT Plus прийти предыдущего поколения. Буквально в день, когда я писал сценарий, у нас выкупили трейсер GT Plus 25 года, новый, без пробега. В некоторых странах Европы, особенно южной с серпантинами, трейсер 9 входит в 5 самых продаваемых моделей. Если говорить про японские аукционы, разница по цене между GT и GT Plus несущественная, поэтому старайтесь взять сразу GT Plus. Один активный круиз-контроль точно стоит разницы, а там мелких фишек сильно больше. Я не стал все различия в ролике рассказывать. Более ранние поколения тоже отличные для своих лет, но с 21 года прям величие. Прекрасный мотоцикл даже чисто для города, потому что юркий, динамичный, линейный мотор без тряски на низких оборотах, легкий и компактный. По рулю трейсер довольно узкий, особенно если снять защиту рук. С точки зрения путешествий крайне рекомендую трейсер для людей со средним ростом, не собирающихся съезжать с асфальта. Людям выше 180 см для туризма я все же советую смотреть на NT1100 и Tiger 900 GT в том же бюджете. Если нужно путешествовать вдвоем, в принципе NT1100 на автомате лучше, да, не такой веселый, но удобнее в широком смысле. Спасибо всем, кто поддерживал меня на Бусти и Патреоне, только благодаря вам в ролике вернулся дрон.